Рада приветствовать вас на вашем общественном телеканале программы «Женские секреты» с Анастасией Зоей. Сегодня мы будем говорить о мифах женской сексуальности. Очень много заблуждений и очень много каких-то непонятных моментов происходит, когда мы касаемся этой очень важной и очень глубинной темы. Вот что же является мифом, а что является истинной правдой для нас, и как раскрыть свою сексуальность, сегодня в прямом эфире мы будем прояснять с тренером и психологом Марией Щитовой. Мария, здравствуй. Здравствуй. Я очень рада, что ты пришла сегодня к нам в студию, потому что я знаю, что ты уже много лет являешься специалистом в области раскрытия женской сексуальности, да, и многим женщинам помогаешь действительно соединиться, ну вот как я говорю, не с искусственной, там, прочитанной в книжках, да, или подсмотренной на чужом примере, или насмотренной там в фильмах сексуальностью, а сексуальностью, которая идет изнутри, да? Из тела. Из тела. Ну вот и поэтому сегодня, дорогие телезрители, в нашем прямом эфире мы постараемся все-таки разобраться, во-первых, все-таки, где вот эта искусственная, надуманная, где естественная сексуальность, и вообще, что же все-таки такое сексуальной женщины. Ну и с вами в прямом эфире, как всегда, я, Анастасия Зоева, основательница танца практики Spinfly, и мы постараемся сегодня в таком двухстороннем диалоге прояснить что-то очень ценное. Кстати, вы можете звонить в нашу студию в прямой эфир и задавать вопросы, если есть какие-то конкретные моменты, которые вы хотели бы обсудить с нами. Маш, ну, можно, да, на «ты», потому что мы друг друга знаем, и я бы, конечно, хотела бы спросить вот об основных мифах. Потому что как-то их, по ходу дела, очень много, а мы порой даже не осознаем, что мы в этих мифах живем. Ну, действительно, мифов их очень много. И основные, которые сейчас окружают нас женщин, вот самый главный, о котором я хотела бы поговорить, это то, что касается наших интимных мышц. Сейчас очень много и техник, и очень много женщин работают с интимными мышцами, но немножко неправильный подход иногда бывает к этому. То есть женщины к этому подходят как к физкультуре, как к спорту. Ну да, надо накачать. Есть специальные тренажеры, да, группы. И вот женщины тренируют свои мышцы интимные, совершенно не связывая это с удовольствием, и делают это с таким подходом немного спортивным. И в итоге, вместо того, чтобы усиливать свою женскую сексуальность, они просто создают такой спазм интимных мышц, и это больше дает таких мужских энергий, а не женских. Вот это, кстати, ключевой момент. Спасибо, что ты сказала, потому что, ну, действительно, знаешь, как очень часто же в интернете или где-нибудь на каких-нибудь тренингах читаешь рекламу, что да, главное, накачай интимные мышцы, и ты будешь прямо королевой богиней и станешь женщиной. А вот я соглашусь с тобой, а в итоге-то получается у многих женщин эффект, что они и так в мужских энергиях находятся. Они вот из этих мужских энергий начинают накачивать и усиливают еще больше мужской полюс. Да, ну то есть что происходит? Мышцы они накачивают, и, во-первых, все время ходят со сжатыми мышцами. И получается, когда мы сжимаем мышцы вагиночки, у нас таз зажимается, все здесь зажато, никакого движения, никакого удовольствия. И самое, на что бы я хотела обратить внимание, женщины начинают во время секса думать, что они должны что-то делать интимными мышцами. И женщина во время секса начинает что-то сжимать, пытаясь удивить мужчину, думают, что мужчине обязательно нужно, чтобы там было не войти. И в итоге во время секса голова включена. Ну как же, конечно, отрабатываешь приемы, которые тебя научили. Приемы, да, но самый лучший способ испортить секс – это пытаться что-то делать во время секса. И получается, что женщина, голова у нее включена, мышцы у нее вместо того, чтобы расслабить их, она их зажимает, и потом думает, а почему не работают вот эти практики с интимными мышцами? Обещали же увеличение оргазмичности, что ты будешь прямо там, да, все, многоуровневые оргазмы испытывать, а в итоге женщина еще больше напрягается. То есть с мышцами тут какая ситуация? Мы мышцы накачиваем, мы с ними работаем, чтобы они были в тонусе, но потом мы их расслабляем. И при походке очень важно их расслаблять.
И во время секса их очень важно расслаблять, потому что есть прямая зависимость. Чем больше мы расслаблены, тем больше удовольствия мы получаем. Ну вот как я девушкам всегда говорю, вот мы ходим в спортзал, накачиваем мышцы, да, мы же потом не ходим в напряжении, да, мы накачали мышцы, а потом мы расслабились, и мышцы в тонусе, и мы расслаблены, и мы больше чувствуем, да. Или, например, вот если мы рукопожатие, да, вот мы сильно руку сжали, это одно, а если мы руку расслабим, будем больше чувствовать, так же и с мышцами. Поэтому мышцы мы во время секса расслабляем, ничего с ними не делаем специально. И вот тут такой нюанс есть. Когда мы мышцы расслабляем, мышцы вагиночки, ничего с ними не делаем, в какой-то момент, спустя какое-то время, мышцы вагиночки начинают сами, словно посасывать мужчину, расслабленно. И это приходит само из абсолютного расслабления. И я вот иногда думаю, может быть, женщины, которые обучают других женщин что-то делать во время секса, имеют в виду вот это, то есть от расслабления вагиночка сама начинает двигаться, оживает. Но этого не надо делать специально. Единственное, что мы делаем, мы во время секса расслабляемся. То есть ключевой момент — это расслабление. Да, то есть работаем с мышцами в удовольствие. Никогда кто-то в ванну рвется, я там пытаюсь за 3 минуты что-то накачать. У меня еще 35 сокращений, да? Еще 35 сокращений. А включила приятную музыку или эротическое кино, запах приятный, немножко возбудилась. И работаю с мышцами, чтобы создать эту связочку. Мышцы работают, я получаю удовольствие. Тогда и в сексе будет то же самое. Я возбуждаюсь, и мышцы потихоньку оживают. Ну, то есть, чтобы не было такого, что была связка какая-то, я мышцы напрягаю, значит, я работаю, да, я в напряжении. Да. И вот это еще вот момент такой у мужчин тоже я спрашивала, когда у женщины сильно-сильно напряжены мышцы, у мужчины чувствующего бывают даже болевые ощущения. И у мужчины, вот, например, мышцы сжимаешь, спрашиваешь, что ты чувствуешь? Ну вот как напряжение. А расслабляешь вагиночку, она сразу теплеет, оживает и интересно становится. А когда, например, мужчина сам мало чувствует, может быть, действительно ему нужна вот это крепкий вход, чтобы хоть что-то почувствовать. А чем больше мужчина сам расслаблен, чем больше он чувствует, тем больше он получает удовольствие от расслабленной живой вагиночки, а не вот от этих, от жгутика, который просто... Полное напряжение, да? Да. Хорошо, но здесь вот прямо давай дальше продолжим. Какие еще есть мифы, вот такие распространенные в твоей практике? Потому что, естественно, женщины, спрашивают, скорее всего, какие-то банальные моменты, да, и вот что еще нужно точно знать и применять? Ну вот самое первое, что я говорю на тренингах женщинам, это дыхание. Дыхание необычное, дыхание не носом, а дыхание ртом. Когда мы дышим носом, мы наполняем энергией верхние энергетические центры, наполняем энергией голову, и это хорошо, когда нам нужно о чем-то подумать, какой-то контроль, чтобы у нас сохранялся. Когда мы хотим получать удовольствие во время секса, мы открываем рот и начинаем дышать в живот, в таз, чтобы наше тело наполнялось энергией. И дышать, не просто открыть рот, да, ничего не... А дышать так, чтобы слышать свое дыхание, очень мягкое, расслабленное дыхание. Да, ну вот и женщины, если сейчас смотрят, могут прямо вместе с нами, да, расслабиться и сделать хотя бы 2-3 таких глубоких вдоха. И дыхание, оно словно массирует наше туловище, внутри падает в таз, в вагиночку, все внутри оживает, теплеет, начинает дышать. И я всегда женщинам говорю, что во время секса можно больше ничего не делать. Главное, дышите. Просто открыть рот и начать дышать так, чтобы вы слышали себя. Не быстро, да, это голова сразу закружится, а расслабленное, глубокое дыхание в таз, в живот, чтобы оживить наш таз. Потому что если энергия в таз не попадает, то что мы можем чувствовать, о каких оргазмах может идти речь, если там нечему танцевать, нечему жить. Поэтому мы дышим так, чтобы слышать наше дыхание, чтобы оно падало в таз, массировало таз изнутри.
И хотя бы несколько таких вдохов сейчас делайте, почувствуйте, насколько тело моментально расслабляется, голова отключается. И вообще настраиваешься на другую волну. Да? Настраиваешься на другую волну, и каждый великий любовник знает, чтобы отключить голову, нужно просто включить дыхание, открыть рот и начать дышать ртом. Ну, кстати, я добавлю, что очень здорово мужчина вовлекается. То есть даже если он не был ни на каких практиках, курсах там и так далее, если начинаешь дышать сама, мужчина начинает дышать вместе с тобой. Мы же подстраиваемся. Вот это очень интересный момент, что невозможно дышать закрытым ртом, носом рядом с человеком, который глубоко дышит ртом. И женщины спрашивают, а мужчинам тоже говорить? Я говорю, не надо им говорить, вы просто дышите, и в какой-то момент мужчина начнет дышать с вами также вместе, в такт. Еще один способ, тоже связанный с дыханием, вот что с мужчинами можно делать, с дыханием именно. Вы подстраиваетесь под дыхание мужчины, и в какой-то момент начинаете дышать чуть-чуть глубже, открываете ротик, и когда вы до этого минутки 2-3 с ним в одном темпе подышали, он естественным образом начинает, перейдет на это дыхание, глубокое дыхание ртом. И тогда получается, что оргазмичность расслабляется оба тела партнера, вот, да? Что нам и нужно. Тогда и качественно, и удовольствие это другое получается. Конечно. И женщины иногда говорят, вот я получила оргазм, а потом я уже больше ничего не хочу. Да, кстати, вот это очень важный момент. А не хочу почему? Потому что энергии в теле нет. А вы попробуйте продолжать дышать глубоко. И от этого дыхания пойдет следующий оргазм, и следующий, и следующий. И чем глубже, больше мы дышим, нет предела в количестве оргазмов. То есть это все зависит от того, сколько энергии у нас внутри. То есть дыхание помогает провести как раз вот на другие стадии. Да? Это волшебный ключик. И действительно можно больше ничему не учиться, просто дышать во время секса глубоко расслабленно ртом. Вы удивитесь, насколько это меняет ощущения. Хорошо, Маш, скажи, пожалуйста, такой момент. Ну, значит, в своей практике, так как понятно, я недавно поняла, что когда мы занимаемся вот сакральными танцами с девочками, происходит на самом деле то же самое. Мы дышим через рот, соединяемся с маточкой, с вагиной, и в сакральном танце все же построено на спиралях, на восьмерках, на кружениях, да, и во время спинфлая получается, что мы кружимся, мы танцуем, раскрачиваем бедра, и вот эти волны, и вот в последнюю неделю, благодаря тебе в том числе, я поняла, что это вообще соединяется, потому что ведь в кровати мы делаем все то же самое, если мы расслаблены. Да. Когда мы, то есть в кровати мы не делаем специально что-то. Во время секса мы дышим ртом, расслабляем вагиночку, расслабляем таз, но очень важно параллельно, отдельно от секса делать практики на то, чтобы таз был расслабленным. Хорошо ходить к остеопатам, чтобы они открывали таз, делать практики на раскрытие таза, вот то, что мы делаем на тренинге. И таз потихоньку расслабляется, раскрывается, и во время секса мы глубоко дышим, расслабляем таз, расслабляем вагиночку, и движение приходит из тела сами. То есть таз сам начинает двигаться. Да, и он начинает делать эти восьмерочки. Вот тут также, то есть вот эти танцы сакральные, они повторяют то, что женское тело естественно делает. Так же, как и вот то, что мы говорили про вагиночку, учат двигать мышцами, это все само приходит от расслабления. И вот эти движения в танцах, они повторяют то, что тело естественно делает, когда оно абсолютно расслаблено, женщина чувствует эту энергию, она потихоньку начинает раскручиваться, и уже потом вот эти быстрые движения, они приходят изнутри, из тела. А когда женщина начинает садиться на мужчину, сразу начинает быстрое активное движение делать, повторяя, что она видела, это, скорее всего, голова. А как? В кино-то показывают, знаешь, всегда там же монтаж происходит, там вообще сцена любви всегда это 1 минута, и все так яростно и страстно, он сразу на нее накидывается, и все происходит. И главное, всегда мне нравится, что они одновременно получают оргазм. Да, и мы же смотрим на эту модель и понимаем, что так и надо. И думаем, что так и надо, да. Потому что если не так, что значит со мной что-то не в порядке. И действительно же 90% женщин особенно, делаешь опросы, интимно говорят о том, что куча комплексов. Конечно. Вообще в сексуальной сфере. Потому что в кино показывают одно по телевизору, а по сути другое. В кино все красиво, все так эстетично, а когда мы занимаемся любовью с мужчиной, там могут быть и звуки разные. Вот как раз об этом тоже я хотела сказать, еще один из мифов. Когда вагиночка расслаблена, она в какой-то момент, когда начинает двигаться, она может издавать звуки, как будто отсасывая воздух и потом отдает. И вагиночка начинает звучать. И женщины, вот то, что я слышала, делились, очень стесняются этих звуков. И
начинает зажиматься, чтобы, не дай бог, Да. ничего не звучало, что мужчина подумает. Что и- хлюпает что там что-то, что-то да? хлюпает, и думает, что это говорит о вялости мышц. Вялые мышцы так никогда не будут звучать. Когда мышцы звучат, это наоборот говорит о том, что они в тонусе, они двигаются. И мужчина прекрасно чувствует, откуда идет этот звук. Поэтому звучите, не стесняйтесь, в удовольствие. Не бойтесь мужчину испугать, и что он о вас плохо подумает. Мария, скажи, пожалуйста, еще такой очень важный момент. Вот то, что касается запахов, допустим. Все прекрасно знают, да, что, ну, понятно, что мы запах партнера чувствуем. А вот нужно ли, например, перед занятием любовью наносить что-то специальное, не знаю, какие-то специальные аромамасла, сейчас эти, знаешь, духи с феромонами и куча всего опять, да, там привнесенного. Вот по твоему опыту, то есть дать возможность просто двум чистым телам соединяться и наслаждаться запахом естественных феромонов, которые выделяются, или можно как бы, что-то как-то усиливать, тогда через что и как, вот то, что касается запаха. Ну, феромоны — это же выделение половых желез определенных животных. И я считаю, что самый лучший феромон — это выделение наших собственных Да, половых желез. соглашусь с тобой, да. Поэтому лучший запах — это наш естественный запах. Когда у вас новый партнер, здесь хорошо, естественно, помыться перед сексом, душ принять, чтобы просто был запах чистого тела. Но когда пара уже сложившаяся, и вы друг к другу подходите, очень нравится запах партнера. И вот я, например, мужа всегда просила не принимать душ перед сексом, потому что этот запах возбуждает дополнительно. То есть, ну, вот эти все, знаешь, как иногда мужчины и женщины обливаются духами какими-то там вечерними, то есть... Нет, это не надо. Не надо. Да. Да, то есть... Единственное, что вот когда первый партнер, да, первый секс, можно за несколько часов до секса капельку, чуть-чуть капнуть, да, на волосяной покров головы, может быть, чуть-чуть на лобок, но это капелька просто и за несколько часов, Чтобы ему в любом случае запах понравился, когда новый партнер. С постоянным партнером этого делать не надо, потому что если вы друг к другу подходите, вас возбуждает именно запах партнера. Ну да, становится вкусно. Становится вкусно. Хорошо. Ну, давай продолжим еще какие-то вот часто встречаемые вопросы от женщин, да, в твоей практике. Вот и, соответственно, вот какие-то, может быть, в связи с этим мифы, опять же, удастся развеять. Ну вот, что касается мифа струйный оргазм, сейчас очень много про это рассказывают. Да. Тема, ты что, весь да, YouTube, весь интернет, да, весь интернет заполнен, заполнен всякими. И то есть сейчас очень много этой информации, и женщины смотрят и думают, что к ним это не относится, что это порнодивы, которые этим владеют, и к женщинам это не имеет никакого отношения. Любая женщина может испытывать этот оргазм. Кстати, буквально вчера или позавчера мне кто-то задал вопрос, именно вот в той же формулировке. Ну неужели, говорит, каждая может? Говорит, нет, я, наверное, не могу. Я говорю, да можешь точно. Каждая женщина. Расскажу про этот оргазм. Да. Во время этого оргазма наши мышцы делают то же самое, что и во время родов. То есть природой этот оргазм был создан для того, чтобы тренировать мышцы к родам. И в начале, во время этого оргазма, мышцы вагиночки, они раскрываются. В родах в этот момент ребенок идет по родовым путям. И вагиночка раскрывается, живот начинает ходуном ходить, и тоже могут быть звуки в вагиночке, как предвестник этого оргазма. И женщинам лучше не зажиматься в этот момент, а наоборот расслабляться. И второе движение, вагиночка начинает делать резкие движения на выталкивание, на выброс. И в родах это потуги. То есть то же самое. Сначала мышцы раскрываются, а потом делают движение на выталкивание. И когда мышцы делают движение на выталкивание, то из уретры может выстреливать большое количество жидкости. Иногда выстреливает, иногда нет. И этой жидкости ее много. И не дай бог женщина подумала, что она описалась. Очень часто женщины ко мне подходят на тренингах, после тренингов и говорят, а я... Много лет. Думала, да? То есть у меня был 10 лет назад такой оргазм, и я подумала, что я описалась, и мужчина подумал, и мне было так стыдно, и я вот столько лет себя сдерживала, а оказывается, у меня тогда был этот оргазм. Жидкостей очень много, но это не моча, уже проводились исследования сотни раз, и на тренингах, вот я женщинам предлагаю, когда дома они делают упражнения, во время самого упражнения на выталкивание водичка выстреливает, я говорю, ну вы можете рядом пописать, сравнить, это не моча, это другая совершенно жидкость, она приятно пахнет, прозрачная, но ее много. И первое ощущение, которое возникает при приближении этого оргазма, очень сильно, дико хочется
писать. да? Да. Да. И женщины что делают? Они думают, что они сейчас описываются, и они начинают... Соскакивают с партнера и соскакивают бегут в с партнера, туалет. да, либо зажимаются, либо бегут в туалет. Но наше тело так устроено, что в предоргазменном состоянии мы пописать не можем, поэтому женщина успокаивается, приходит в себя, писает, и уже, естественно, никаких оргазмов речи не идет. Поэтому если вы чувствуете во время секса очень сильное возбуждение и очень сильно хочется писать, расслабьтесь, как будто вы действительно хотите пописать на партнера. Ну вот внутри такой, да, я сейчас пописаю на партнера. Это то, что может запустить этот оргазм. Струйный именно. Струйный оргазм, да. Он очень легко включается, очень... много сейчас о нем информации, у меня вот статья о нем есть, и на тренингах мы этому учимся. То есть это любая женщина может этим овладеть, но даже уже сейчас, если вы вспомните, что, ой, да, действительно, я во время секса, когда чувствую, что хочу пописать, зажимаюсь, попробуйте Просто не расслабиться. зажиматься, расслабиться и дышать в это, и посмотрите, что получится. Спасибо, Маш. Ну, вот насчет струйного оргазма, конечно, здесь в интернете много сейчас информации, но опять проблема фильтра, потому что очень часто там такие фокусы показываются. Да, вот это тоже интересный момент. Иногда показывают, ну вот я на тренингах тоже девушкам показываю видео, как где женщина естественно наслаждается, и это удовольствие видно, как все тело расслабленное, лицо у женщины расслабленное, счастливое, она дышит. А бывает так, что женщина это делает уже как спорт. Лицо напряжено, все тело напряжено, и вот она просто массирует точку G со всей силы, и этот оргазм на несколько метров вылетает. Вот здесь тоже действительно делайте разницу, смотрите, где тело расслаблено, где женщина получает удовольствие, где это естественно из тела, а где это просто спорт вот на публику. Вот. Хорошо, понятно. Ну что, я думаю, что у нас, кстати, остается 5 минут до конца уже прямого эфира. Да, хочется... Про груди. Да, давай про грудь хочется сказать, потому что, ну, к сожалению, даже глядя огромное количество там эротических сцен в фильмах, очень часто пропускают этот момент, что у женщины вообще все начинается с груди. Сразу начинаются фрикции, и очень многие мужчины и женщины считают, что вот сейчас будет дикий секс, и вот этот дикий секс, это обязательно сразу жесткий вход. Да, а в итоге получается, что мы нарушаем вообще и энергетический баланс, да, и гормональный, и вообще, и главное, баланс удовольствия. Конечно. Вот это важный момент. Наши тела как магниты с отрицательным полюсом и с положительным полюсом. И в женском теле отрицательный полюс — это наша вагиночка, а положительный — это наши груди. И энергия всегда течет от положительного полюса к отрицательному. И для того, чтобы разбудить нашу вагиночку, нужно начинать не с нее, как это не парадоксально звучит, а нужно начинать с наших грудей. И неудовлетворенность многих женщин во время секса связана с тем, что они начинают не с того места. Нужно начинать не с ласк вагиночки, клитора, а с ласк груди. Хотя бы просто ее подержать, почувствовать. Очень важно, даже отдельно от секса, делать массаж, делать да, массаж энергетический. груди. Хотя бы просто перед сном 10-15 минуток полежать с вашими грудями с ощущением, что вы баюкаете малыша. Соединиться с внутренними ощущениями, с жизненностью, с вибрацией в грудях. И чем больше удовольствия мы ощущаем в грудях, тем больше удовольствия во время секса мы получаем в вагиночке. Ну, получается, как система сообщающихся сосудов. Да. Когда здесь становится много, Да, оно эта переливается энергия и идет естественным да, образом. да, Да? да. Но я думаю, что этот момент очень важен будет и для мужчин, потому что иногда мужчины искренне не знают просто, что доставить... А я знаю, что каждый мужчина хочет доставить вот истинное удовольствие своей партнерше. И я просто знаю, опять же, от нескольких своих знакомых, когда они вдруг открывали вот этот момент, что, боже мой, все так просто, нужно начинать просто с другого места. Облегчение приходило в пару, то есть обоим партнерам, потому что и мужчине проще, он понимает, что и женщина совершенно качественно в другом уровне удовольствия находится, ну и женщина, естественно, тоже, да? Да. Ну вот здесь, конечно, давай такой сделаем акцент, потому что ты сказала, там положительный полюс, отрицательный полюс. Вот что имеется в виду, потому что сейчас, знаешь, многие женщины, может быть, тоже подумают, все, грудь положительный полюс, ага, вагина отрицательный, что, почему отрицательный? Отрицательный не с той коннотацией, что это плохо, а вагиночка, она принимает в себя, она всасывает, это принимающий орган. И для того, чтобы разбудить то, что принимает, нужно начинать с того, что дает. И в наших грудях щелчком просыпается энергия.
энергия. Во время секса, если мужчина не ласкает ваши груди, сами держите ваши груди, ласкайте так, как вам это вкусно, приятно. И чем больше будет физических ощущений в груди, тем больше удовольствия будет получать вагиночка. Она словно раскрывается, впускает пенис мужчины в себя уже совершенно с другим ощущением. Она готова к этому. Ой, Маша, спасибо тебе большое. У нас остается буквально последняя минута прямого эфира, поэтому много еще вопросов хочется задать, но я думаю, что самые главные, такие самые важные мифы и заблуждения мы постарались сегодня раскрыть в этом прямом эфире. Твое пожелание вот нашим женщинам в этот солнечный красивый день? Мое пожелание, во-первых, доверяйте вашему телу. Ваше тело очень мудрое, и оно всегда вас проведет туда, куда нужно. И желаю вам влюбиться в саму себя. И самое главное, позвольте себе эту роскошь бесстыже наслаждаться. Вот это слово всегда, да, бесстыже наслаждаться, а в нем самом, по-моему, содержится Да, уже столько такое огромное, удовольствия. столько удовольствия. Ну что, я, дорогие телезрительницы или телезрители, я присоединюсь, наверное, к пожеланиям того, чтобы вообще позволить себе просто наслаждаться и присутствовать в своем теле и получать огромное количество ощущений и кайфа от каждой минуты нашей жизни. Потому что, кстати, проверено, что когда у нас получается так, чтобы солнце здорово, там, ветер замечательно, там, сижу вот в такой хорошей компании, или там замечательно там воду пью, вот все становится вкусным и сексуальные отношения. Поэтому хорошей вам чувственности, радости от каждой прожитой минуты. Ну и до встречи на вашем общественном телеканале в программе «Женские секреты» с Анастасией Зуевой. Ну что, будем прощаться тогда сегодня и до скорых встреч. Счастливо. До свидания.